Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! У нас сегодня вот такая вот здоровая посылка. Я, конечно, знал, что этот инструмент будет чуть побольше обычного, но не думал, что, друзья, настолько. Вот пришло, значит, в такой вот коробочке. Ну что, смотрим, что нам приехало. Все вот красиво упаковано. Подыму специально покажу. У нас в два ряда, ребята. То есть в два этажа все упаковано. В первом этаже у нас вот такие вот две трубы идет, которые у нас соединяются. Есть у нас защелочки. Нажимаем и вставляем. Получаем одну большую трубу. Ребята, значит, посылки воздуходувка. И когда я распаковал, каково же было мое удивление. То есть вот так все у нас упаковано. Удивился я, ребята, знаете чему? Тому, что я заказывал только тушу. А посмотрите, что нам приехало. Аккумулятор и плюс зарядка. Не знаю, это добрый жест продавца, либо просто его ошибка. В любом случае, огромное спасибо. Итак, у нас есть инструкция, ремешок для переноски и комплект беруш в уши. Далее мы имеем зарядное устройство. Уже у меня второе зарядное устройство. И, ребята, аккумулятор на 4 ампер-часа. Все очень классно упаковано. Видите, в таком вспененном полиэтилене, как всегда. Как всегда, в принципе, как фирма Heimerdinger. Вот, ну, не думал я, ребята, что будет такая здоровая штуковина. То есть, что мы сейчас делаем? Берем и соединяем. И получаем такой вот бластер. Обалденная винтовка. Хочешь так, хочешь и так. Ну вот положено как бы использование в таком положении. Ну что, врубаем аккумулятор. Аккумулятор я, ребята, зарядил до 100%. Он у нас был заряжен, пришел 75%. Вот, подключим, посмотрим, как работает, как дует. Ну, то есть где-то в таком положении. Значит, брал для чего? Брал сугубо для зимнего периода. То есть я постоянно шуфлем чищу ступеньки от снега в зимний период. И надеюсь, что эта штука будет свежий снежок. Конечно, залежала и она не сдует. А вот свежий снежок, я думаю, что все отлично сдует. Плюс, как я посмотрел обзоры, ребята успешно сдувают снег с автомобиля. То есть тоже огромный большой плюс. Ну и дорожки там где-то подмести, я думаю, тоже можно. Ну что, поехали. Имеется 6 скоростей. То есть первая скорость, давайте слушать. Я на микрофон. Ну так, легкий-легкий ветерок. Вторая скорость. Уже посерьезнее, посолиднее, но тоже так не особо. Третья скорость. Как самолет. Четвертая. Значит, так работа. Пятая. И, ребята, шестая. Здесь в шестой есть щелчок. Последняя скорость. То есть дует прилично. И отлично. Вот такой вот, ребята, чудо-агрегат. Значит, сейчас пойдем на стол, мы его разберем, посмотрим, что у нас там внутри, да как устроено, так как штука такая мощная. Ну и потом пройдемся где-то по улице, немножко тестанем, подметем, чего-нибудь найдем. Итак, пришли на стол. Давайте я бегло покажу ближе, что мне приехало. Значит, не просил, не заказывал, но прислали. Огромное спасибо еще раз. Вот такая зарядочка, друзья, 2-амперная. То есть у нас идет 21-90 вольт.
98 вольт выход. Странно, интересно, но как-то так. Вот такая зарядка с евровилочкой. Провода здесь метр 20 примерно. Итак, давайте ее в сторонку. Значит, вот такой вот комплектик, друзья, мягких беруш. Тоже, в принципе, немаловажная штуковина, так как, сами видели, эта штука работает как турбина от самолета. Так, беруши наши есть. Есть у нас такой вот ремень, друзья, с двумя карабинами. То есть вешаем на плечо, чтобы нам в руке постоянно его не носить. Если там что-то мало нам надо сделать, то это будет, конечно, просто и без ремня. Но если какой-то там участок побольше, и вы намерены использовать не один, а 2, 3, 4, 5 аккумуляторов, то, конечно, у вас рука устанет. И на плече это будет просто шикарно и удобно работать. Так, далее давайте продемонстрирую инструкцию. User мануал. Вот так это у нас все выглядит. Кстати, не сказал, марка Heimerdinger LB112. У них все в этих LB. Не знаю, что это обозначает, но что-то, видимо, обозначает. Ну и вот простенькая инструкция. В принципе, тут и без инструкции, как вы видели, все у нас, друзья, понятно. Так, давайте теперь по сборке. По сборке показываю, чтобы вы сами посмотрели, что... Ну вот шов чувствуется пальцем, но как такового нигде облоя нет. Опять же, все досконально красиво. Вот у нас раз петля, вот у нас 2 петля под, соответственно, карабины нашего ремня. И вот так это все у нас выглядит. То есть указана литий-ион батарея. Указано, значит, что у нас 0,9 кубов в минуту выдает наша воздуходувочка. И обороты заявлены от 0 до 20 тысяч. Ну, я думаю, обороты мы здесь мерить не будем, так как здесь неудобно, непрактично. Но скажу одно, что на сайте магазина в описании я читал, что и там указано, значит, что оборотов у нас 18 500. Опять у нас немножко разногласия. Скорее всего, я склоняюсь к 18 тысячам, нежели к 20. Ну и вот так у нас все устроено. Чтобы нам не держать кнопку, у нас есть, соответственно, фиксатор, ребята. Дует шикарно. Давайте посмотрим. Я видел в одном обзоре, человек поставил на стол просто, и он сам поехал. Давайте попробуем. Поедет ли... Нет, у нас не поедет, у нас сильно цепкий стол, ребята. Ну, давайте попробуем. Тут мои руки. Поехал. Медленно едем. Медленно, но едет. Дело в том, что у меня такой прорезиненный ковер, и он цепкий очень. Просто на полу, когда я ставил, он отлично ехал. Так, ребята, ну что, давайте сейчас разберем, посмотрим его начинку. Так как эта штуковина увесистая, давайте я вам, наверное, все это дело взвешу. Как раз у меня здесь есть и весы. Вот, вместе с аккумулятором, и будем взвешивать. Так, неудобняк. А вот так. А вот так удобняк. То есть 2 килограмма 69 грамм. И плюс, друзья, с трубой. Ну, я не знаю, давайте трубу отдельно взвесим, чтобы как-то у нас тут уже примерно 530 грамм. Ну, короче, 2 кило 600, грубо что-то в этом. Все это дело у нас весит. Но на ощупь как-то так это потяжелее кажется. Но весы не врут. Все, разбираем и смотрим дальше. Так, ребята, все я разобрал, раскрутил. Значит, у нас здесь на самом синем участке нашего прибора 11 винтов. Но начинаем мы все раскручивать вот с этой черной крышки. То есть здесь у нас 1, 2, 3, 4 винта. Откручиваем эту крышку, снимаем. И мы видим уже такую вот как бы турбину самолета. И вскрываем сам наш агрегат аккуратно, не спеша. Так, что нам тут мешает? Что я винта не докрутил, наверное. Да. Так, ну и вот мы, ребята, видим следующую картину.
То есть ничего как бы сложного. Стоит в таком вот кожухе двигатель. У нас есть плата управления с плавным, друзья, пуском. Я надеюсь, вы заметили, что у нас здесь плавный пуск. То есть не резкое включение, а вот именно как турбина у самолета набирает обороты. Ну вот довольно такие толстые провода. Не знаю, тут, наверное, квадрата 2,5 эти провода идут. Ну, кнопочка простенькая. Значит, контакты под батарею. И вот такая вот точно, как у самолета, ребята, турбина. Обалдеть. Достаточно все легко вращается. Точно как у самолета. Вот такие вот дела. Надеюсь, вам было интересно, полезно и понятно. Я уже ее собрал, нашу пушку, воздушную пушку, я будем так называть, или воздуходувка, как ее называют. Давайте включим и проверим, все ли я правильно собрал. Погнали! Все работает. Значит, сейчас, друзья, идем на улицу, ищем места, где бы чего бы подмести. Ну и проверяем, пока, так сказать, без снега, где-то там на траве, на песке, не знаю где. Посмотрим, что я там найду. Вперед, на улицу. Значит, ребята, смотрите, сколько мусора тут у меня около курей. Повылазили, сволочи, и наделали мусора. Ну что, погнали, попробуем. На 6-й скорости бомбим. Вуаля, и чистота. Так, ребята, вот смотрите, у меня тут листва уже падает. У нас, конечно, осень. Трава, кстати, не скошена. И попробуем вот эту листву выдуть из травы. Что у нас получится? Получится ли вообще или нет? Ну и, грубо говоря, согнал все в кучку, а у нас здесь, как вы видите, чистота. Вот здесь у нас листва, чисто-чисто, и здесь у нас опять же листва. Давайте еще разок. То есть, как вы видите, даже из нескошенной травы можно убрать на 90, я бы сказал, 5% листву. Ну что, идем еще что-нибудь поищем. Так, ребята, а тут у меня, видите, сосна растет, падают шишки, иголки. Попробуем это все дело мы с вами подмести. То есть, тем более, подметать будет неудобно, так как все это дело, ребята, у нас находится на поверхности такого мелкого-мелкого щебня. Ну, погнали, попробуем.
Класс. Класс. И все у нас в одной общей куче. Ну, как-то вот так, ребята. Больше я не знаю, что вам показать. Давайте, наверное, пойдем попробуем песка подуть. У меня здесь на плите выбоины, есть песочек. Вот. Попробуем, что получится с песком. Так, главное не на машину. Поехали. Короче, смерч, ураган. Пыли наделал много. Как вы видите, крупные камни остались. Вся мелкая пыль, мелкий песок выдулась. Обалденная вещь. Вон даже такие тяжелые камушки и то подметает. Просто шикарно и отлично. Друзья, на этом сегодня все. Был у нас вот такой вот агрегат от фирмы Heimer Dinger. Так что я могу смело рекомендовать. Правда, не знаю, насколько хватит непрерывной работы вот данной 4-амперной батареи. Но я не рассчитываю работать долго. Вот такая вот штуковина. Все, всем пока. Я рассказал тебе всю правду. Хотите — верьте, хотите — нет.